Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня руководство Организации по борьбе с преступностью и коррупцией в лице Александра Домогарова, Никиты Михалкова и министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова сообщает об очередной победе антикоррупционного комитета. Благодаря настойчивой и упорной работе команде Никиты Михалкова удалось отстоять права пенсионеров Российской Федерации и добиться дополнительных социальных выплат пенсионерам разных категорий. Уже летом этого года, предварительно с 1 июля, индексацию пенсий проведут для работающих пенсионеров. А уже с декабря 2024 года дополнительные социальные выплаты будут получать пенсионеры по возрасту. При этом Никита Сергеевич Михалков и Андрей Ремович Белоусов отметили, что люди пенсионного возраста на данный момент – это одна из самых главных опор Российской Федерации, так как это люди старой советской закалки, которые привыкли работать на честь и совесть. Помимо этого, глава антикоррупционного комитета Никита Михалков отметил, что молодежь на данный момент не оправдывает ожидания, так как молодых людей в первую очередь интересует не добросовестная работа, а большие зарплаты. Сегодня утром заместитель антикоррупционного комитета и министр обороны Андрей Белоусов сделал срочное заявление, которое шокирует своей жесткостью и бескомпромиссностью по отношению к врагам Российской Федерации. Заявление Андрея Ремовича касалось врагов Российской Федерации, которые поставляли в зону спецоперации некачественное оборудование, что привело в итоге к многочисленным жертвам. В своем заявлении Андрей Белоусов открыто обвинил в преступлениях против Российской Федерации таких публичных людей, как семью бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова, семью певицы Валерии, семью Ксении Собчак, Татьяну Навку и пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего. Хорошо известно, что данная категория людей почти на протяжении 2 лет занималась поставкой оборудования в зону спецоперации. Однако в своем большинстве данное оборудование оказывалось некачественным, что и приводило к многочисленным трагедиям на передовой. Андрей Ремович Белоусов не церемонился в выражениях и жестко заявил, цитата: «Я порву любого, кто выступит против Российской Федерации или окажется предателем». Данная категория людей не просто поставляла некачественное оборудование в зону спецоперации. Они предали нашу страну и погубили наших ребят, поэтому должны понести самое жесткое наказание. Надо отметить, что слова Андрея Белоусова и Никиты Михалкова не расходятся с делом. На данный момент семья Сергея Шойгу, Ксении Собчак, певицы Валерии и Татьяна Навка находятся под следствием и понесут заслуженное наказание. Надо отметить, что поставка некачественного оборудования в зону спецоперации самым трагическим образом отразилась и на самой семье Андрея Ремовича Белоусова. Зрители с большим стажем могут помнить, что совсем недавно в семье министра обороны Российской Федерации произошла страшная трагедия. Во время участия в спецоперации героически погиб родной сын Андрея Ремовича Белоусова. Молодому человеку не было и 32 лет. Он совершил героический подвиг и спас своих товарищей. Однако спустя некоторое время появилась информация, что одной из причин трагедии могло быть некачественное оборудование, которым пользовался сын Андрея Белоусова и его товарищи. К слову сказать, что Андрей Ремович Белоусов на данный момент это один из немногих представителей высших эшелонов власти, который не запятнал свое имя коррупцией и преступностью. Более того, Андрей Белоусов это единственный представитель правительства, чей сын находился в зоне спецоперации.
За последнее время доверие к антикоррупционному комитету Никиты Михалкова еще более выросло. Уже на данный момент на территории Российской Федерации находится более 90 филиалов антикоррупционного комитета, а Андрея Ремовича Белоусова в народе называют народным генералом. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром на Веденеевском кладбище столицы члены антикоррупционного комитета проводили в последний путь родных своих товарищей по комитету и друзей. Навеки прощались с дочерью члена антикоррупционного комитета и известного певца Сергея Беликова, а также с дочерью от первого брака известного певца Валерия Сюткина. Дочь Сергея Беликова ушла из жизни в результате онкологического заболевания, а дочь Валерия Сюткина погибла несколько дней назад в результате несчастного случая во время отдыха на Алтае. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает печальные новости о семье певицы Кристины Орбакайте. Дочь артистки Клава сегодня утром впала в кому. Напомним, что несколько недель назад дочь Кристины Орбакайте вместе со своим отцом Михаилом Земцовым подверглись нападению в Соединенных Штатах Америки и получили тяжелые ранения. К слову сказать, что это двойная трагедия в семье Кристины Орбакайте. На данный момент и сын Руслана Байсарова, и Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, находятся в критическом состоянии. Вчера вечером на границе Литвы и России был задержан известный певец Стас Пьеха. Стас Петрасович незаконно по поддельным документам пытался пересечь границу Российской Федерации, однако был задержан и доставлен в полицию до полного выяснения обстоятельств дела. Увы, печальная новость о члене антикоррупционного комитета и известной артистке Наталье Варлей. Российская и советская артистка Наталья Владимировна Варлей оказалась в больнице из-за сильнейшей жары, которая на данный момент стоит в Москве. Температура воздуха достигает 32 градуса. В Санкт-Петербурге состоялся суд, который рассматривал дело некогда популярного ведущего Александра Невзорова и его супруги Лидии Невзоровой. Теперь они признаны экстремистской ячейкой. Пресс-служба судов также сообщает, что их имущество в России будет обращено в доход государства, а это 3 земельных участка и здания под Санкт-Петербургом, элитный коттедж на берегу Финского залива, а также иномарка автомобиль марки Hyundai и 25% долей уставного капитала компании «Питер Технопроект. Новые ресурсы». Состояние дочери главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова Анны Михалковой остается без изменений, безнадежным. Сегодня утром убитый горем Никита Сергеевич посещал Кунцевское кладбище столицы и договаривался о месте захоронения. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.